корейское кимчи из хурмы королька. Когда наступает осень, хочется есть чего-то именно осеннего, как по вкусу, так и по цвету. Вообще питаться сезонно, то есть сезонными овощами, фруктами, продуктами, это очень полезно. И в азиатских странах Китай, Япония, Корея до сих пор придерживаются в кулинарии именно сезонного питания. И сейчас у нас по сезону идет хурма. И именно из нее, из этого очень полезного, богатого витаминами, которые так необходимы зимой, фрукта, мы сегодня будем готовить очень интересное блюдо. Готовим мы из хурмы королевского сорта. Он отличается тем, что он большой и вытянутый. И как выбрать спелый? Листики должны быть уже сухими, то есть вот тот самый кончик. Мягкий спелый фрукт для приготовления кимчи из хурмы не подходит. Нам нужен фрукт зрелый, но не спелый, который будет плотным и, можно даже сказать, твердым. Именно из него мы сегодня будем готовить. А другой мягкий спелый плод, из него мы приготовим другое очень вкусное блюдо, десерт в следующем видео. Итак, нам с вами потребуется 4 плода хурмы королька. Мы их моем и затем снимаем с них кожуру. Мы снимаем кожуру, стараясь не захватывать много мякоти, потому что именно она нам и нужна. Как чистить, начиная с хвостика или с кончика, это уже не важно, но не повредите хвостик. Почему, я сейчас скажу. Этот хвостик мы тоже с вами используем, но не в сегодняшнем блюде, поэтому мы аккуратно его вот так вот вырезаем и затем аккуратно удаляем оставшуюся часть плотной мякоти. Но перед этим проверим наш плод. Если на нем есть какие-то плохие испорченные части, мы их аккуратно вырезаем. И возвращаемся к хвостику. С хвостика мы снимаем, как я уже говорила, оставшуюся часть мякоти. Она достаточно легко снимается, можно даже пальцем, немного помогаем ножом. И удаляем оставшуюся часть мякоти. И с этими хвостиками мы с вами будем пить чай в следующем видео, где мы будем готовить десерт. Расправьте листики, и мы их отправляем на засушку. Засушиваем из них чай. Далее. Эти 4 зрелых плода хурмы, которые мы с вами очистили, теперь мы должны нарезать. Какими кусками резать, это не принципиально. Главное, чтобы их было удобно брать. Азиаты это делают азиатскими палочками для еды. И чтобы они легко и просто помещались сразу в рот. Поэтому не принципиально, как вы их нарежете. Проверьте, есть ли там внутри семена. И еще важно, часть каждого кусочка, которая ближе к сердцевине, к основанию, если она достаточно мягкая, то ее обрезать не нужно. Если же она достаточно твердая, то ее тоже нужно будет удалить и обрезать. Нарезаем все 4 плода. И ради такого случая я решила собрать урожай своего домашнего лука, который я сама проращивала в баночках на кухне, на подоконнике. Итак, нам потребуется 4 стручка зеленого лука. Мы нарезаем их длиной 3-4 сантиметра. В принципе, длина не принципиальна, но так, чтобы их тоже было удобно брать палочками или то, чем, собственно говоря, будете есть. Затем мы закладываем нарезанную хурму в форму, удобную для перемешивания. Туда же кладем и прежде нарезанный зеленый лук. Далее ингредиенты. Ознакомьтесь с ними, пожалуйста. Все, что нам сегодня будет необходимо для приготовления кимчи.
Мы начинаем с сахара. Использовать сахар или нет, можно также использовать мед или сироп. Это уже дело вкуса. Кто-то вообще не ест сахара, а потом, если хурма достаточно сладкая, то сахар можно и не класть. Далее, кунжутные семена 1 столовая ложка. Сахар я положила в объеме 1 столовой ложки. Красный молотый перец. Кладем 2 столовые ложки. Если сильно острое вы есть не можете, то положите только 1 столовую ложку на данное приведенное количество. И молотый чеснок. Мы кладем 1 столовую ложку. Далее рыбный соус. Рыбный соус нам потребуется в объеме 2 столовых ложек. Часто спрашивают, можно ли чем-то заменить рыбный соус в приготовлении блюд корейской кухни. За все то время, что я готовлю корейские блюда, я ни разу не встретила возможности замены рыбного соуса, так что придется его купить. Далее, кунжутное масло. В объеме 1 столовой ложки я добавляю. Кстати, в Корее это спорный вопрос. Некоторые не добавляют в данный рецепт кунжутное масло, но мне нравится его вкус и запах в данном блюде, поэтому я его добавляю. Хорошо все перемешиваем. Не бойтесь, что масса достаточно плотная получилась, хурма она влажная и еще даст воду, поэтому все хорошо перемешается. Закладываем полученный маринад, соус, прежде нарезанный хурму и зеленый лук. Далее, что нам с вами потребуется? Подготовьте контейнер, в котором вы собираетесь хранить кимчи, и резиновую или пластиковую перчатку. Почему нужна перчатка? Потому что мы работаем с красным перцем. Если он попадет на кожу, в глаза, все будет вам жечь. Поэтому лучше используйте перчатку. Все хорошо перемешиваем, распределяем маринад по всей имеющейся массе продукта. И затем закладываем это в контейнер для хранения. Сколько можно хранить? Вообще-то кимчи готовится для быстрого съедания, так сказать, приготовили, сели, поели. Но хранить можно в холодильнике и в контейнере до 5 дней. Вообще, если вы дадите этому блюду немного настояться, то его вкус будет таким, сказать, полным. Поэтому можно дать ему настояться часик или 2 и затем уже есть. И перед подачей украсить кунжутными семенами. И теперь настало время тестинга. Хочу прежде всего сказать, что это блюдо, оно не только вкусное, оно еще и красивое, яркое, оно прямо заряжает энергией еще до того, как начинаешь его есть. А хурма – это очень питательный и полезный витаминами фрукт. Вкус одновременно и острый, и сладкий. Для меня это было совершенно что-то абсолютно невообразимо новое, когда я это попробовала, и я прям-таки влюбилась в этот салатик. Поэтому советую все-таки хоть один раз приготовить и попробовать. Так что все, что мы сейчас приготовили, часть отправить в холодильник, будем это есть. И оставшиеся вот эти фрукты, как я говорю, мягкие, из них мы в следующем видео приготовим десерт. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, лайкайте и до новых встреч!